Всем привет, меня зовут Иван, и это канал Юрганов Лайф. Друзья, это автосервис Шаман, и здесь работают узбеки. Знаете, что я хочу вам сказать этими словами? То, что я никогда ни разу не видел, чтобы узбек сломал ногу. Чтобы узбек сломал ногу от того, что он упал на льду, на снегу или где-то там в Сибири на скользкой дороге. А знаете почему? Потому что они пользуются крутыми идеями, крутыми лайфхаками. А самое интересное, что они молодцы. И этой идеей делятся со мной. И я хочу с вами сегодня поделиться этой идеей. Смотрите, как скользко, как обувь скользит моя. И как не скользит у них. Но это тоже моя обувь. Поэтому, друзья, прямо сейчас я с вами делюсь этой крутой, наикрутейшей идеей, как сделать подошвы, чтобы они не скользили зимой на снегу и льду. Прямо сейчас и приступаем. Погнали! Начну с того, что апгрейдю свои ботиночки. Вот такие они смышленые, такие красивенькие, но скользкие, потому что они не держат. Раз. А потом и жене туфельки доработаю, чтобы она на льду не скользила. Никогда. Итак, приступаем.
Вот какая дизайнерская обувь получилась от узбеков, которые посоветовали так сделать, чтобы не скользить на льду или на снегу, чтобы не падать, не ломать ноги и не ходить с костылями. Отлично! Шипы для того, чтобы на льду не скользить, а наждачная бумага для того, чтобы на снегу не скользить. Это мужской вариант, это мои ботиночки. А вот туфельки супруги. Отличные, 38 размер, противоскользящие на все случаи жизни. Шипы очень острые, не дадут упасть в самый неподходящий момент. Хотя таких моментов в принципе не должно быть. Ну а если в походных условиях, то вот можно продемонстрировать. Вообще никак не двигается. Смотрите, как смело, а оно стоит на месте. В общем, вот так цепляет, если что, и вы не упадете. Это пяточка зацепилась. Все здорово. И левый также. Ох, как скребет. Так что, друзья, берите на заметочку. Ну и сейчас покажу вам женский вариант. Тоже просто огонь. Просто огонь. Можно танцевать чечетку, от которой все мужики будут падать. Будут мужики падать. Не вы будете падать, а мужики будут падать перед вашими красивыми ногами. Ну что я могу сказать? Получается так, от жены я получу благодарность за такую обувь. От себя уважение, то, что руки не из плеч растут, не из того места, откуда обычно не должны расти, а именно из плеч. Ну а от вас, друзья, получаю подписку, лайк и комментарий под этим видео. Пишите, как вам такая идея, пишите, что думаете. Я с вами прощаюсь, до новых встреч и говорю пока.